Что у нас на сегодня по борьбе Дональда Трампа с судами, которые занимаются перевозками запрещенных веществ? История с нарколодками уже выглядит не как точечная операция, а как новая модель боевых действий, только без фронта и без суда. По открытым данным, с сентября 2025 года до середины апреля 2026 США нанесли около 50 ударов по малым судам в Карибском море и восточной части Тихого океана. Убито более 150 человек, и эта цифра продолжает расти. В последних сводках уже говорят о новых эпизодах и 3 погибших только за очередной апрельский рейд. Официально это вписано в операцию Southern Spear и теперь в более широкий союз против картелей, который Дональд Трамп презентовал как региональную антитеррористическую коалицию с главами латиноамериканских стран. Контекст здесь важен. Это Америка и Тихий океан, зона, где десятилетиями крутятся деньги кокаина, мета и всего, что идет в США морем. По тем же маршрутам ходят обычные рыбаки и контрабандисты. Граница между лодкой с кокаином и серой шхункой часто только в том, что написано в сводке военных. Совком давно работает в регионе, но раньше это были перехваты, аресты, спецоперации береговой охраны. Теперь ставка на удар по цели в море без попытки задержания. Ну а что по фактам? Осенью и зимой 25-26 годов США начали серию летальных кинетических ударов по малым судам, которые они связывают с наркотрафиком из Латинской Америки. В декабре 2025 в одном из эпизодов погибло 11 человек. В феврале общее число убитых в этой кампании оценивали уже примерно в 145. Аналитики G-Security по состоянию на 12 апреля фиксировали 49 ударов, 157 погибших, несколько выживших и еще порядка десятка пропавших без вести. На этом фоне Южное командование продолжает публиковать отчеты. Новый удар по лодке. Еще 3 наркотеррориста ликвидированы в восточной части Тихого океана. Компания не сворачивается. Параллельно Трамп собирает щит против картелей. На саммите в своем гольф-клубе он объявил о создании военной коалиции с рядом латиноамериканских лидеров и прямо сказал, что цель применять смертную силу против картелей по образцу войны против ИГИЛ. Крупные игроки региона Мексика, Бразилия, Колумбия в этот формат демонстративно не вошли. Зато есть более зависимые от Вашингтона правительства. Впереди он уже обещал и наземные операции против наркогруппировок в Латинской Америке. Так что удары по лодкам – удобный тестовый полигон. Минимум риска для своих, максимум политического эффекта. Мы что-то делаем. Юридическая и криминальная логика тут достаточно мутная. США называют цели организациями, признанными террористическими, чтобы оправдать применение военной силы, хотя фактически речь идет о малых гражданских судах в международных водах. Критики внутри и вне США уже называют это внесудебными казнями и нарушением международного права. Людей уничтожают без суда, без установленных личностей, часто только на основании разведпризнаков маршрута и формы корпуса лодки. При этом никаких прозрачных данных о грузе, вес, анализ, связь с конкретными картелями публично не показывают. Все завязано на доверии к Пентагону. Похожая схема уже была. Удары дронов по подозреваемым боевикам в Пакистане, Йемене и Сомали, где тоже работала логика, подозрительная машина в зоне значит цель. А потом отдельные расследования находили погибших фермеров, водителей, случайных людей. Там модель война без фронта, но с ликвидациями по спискам. Со временем превратилась в устойчивую практику, а не исключение. В Латинской Америке до этого были похожие истории на земле. От планов борьбы с наркотиками в Колумбии до мексиканских спецопераций, где под видом войны с картелями решались и свои внутренние вопросы. Сейчас история с нарколодками находится в фазе расширения. Удары продолжаются, счет погибших растет. Коалиция формально создана. Пентагон демонстрирует готовность бить по морским маршрутам. Что остается без ответа? Как отбирают цели? Кто реально находится на борту? Куда уходит груз, если он был? И главное, кому выгодно, что вместо живых задержанных с показаниями появляются только сожженные корпуса и тела в океане. На данный момент это больше похоже на силовой сигнал рынку и элитам региона, чем на прозрачную антинаркотическую операцию. А что вы думаете по поводу таких методов? Пишите в комментариях, не забудьте подписаться, следим за подобными ситуациями, историями, ведь это так или иначе, прямо или косвенно всех нас касается. Увидимся.